был нарратив, что сейчас Трамп приедет, и крипта просто на ракете улетит, да, но Трамп пришел, все сначала порадовались, даже были какие-то локальные пики. Ripple для меня непонятная история, кроме того, что это там такая официальная манипуляция, незаконная, которая вроде бы в случае с Ripple всем сходит с рук. У эфира или там у Solana есть вот эта инфраструктурная составляющая, очень мощная, которая способствовала там большому развитию, да, вот в целом криптоиндустрии. Я просто не понимаю, в чем внутренняя ценность битка, кроме вот, собственно, какой-то психологической составляющей. То есть действительно у Телеграма есть аудитория в миллиард человек, но им нахрен не нужна никакая крипта. Его просто не считают за партнера обычного пользователя и не делятся с ним никакой информацией, и из него достают деньги на свой основной продукт в виде Телеграма. Кто-то притащил в чат профильный нашего клуба там 18% годовых. Парни сразу, соответственно, уже начали представлять, как они в белых штанах пойдут по Рио-де-Жанейро. И кто-то другой начал задать вопрос, собственно, а какие риски? Мемкоины для тех, кто не успел купить биткоин? Нет. А, Опционы Zero DT для тех, кто не успел купить мемкоины? Нет. Эфир для тех, кто не успел купить биткоин? Ну, в общем, что нам надо уже в конце концов купить, чтобы в конце года Станислав уже наконец-таки, понимаешь, я уже больше, чем его девушка, жду, когда он будет вести эфир на фоне какого-нибудь золотого, что там модно сейчас у шейхов, вот чего-нибудь такого, да, чего-нибудь такого, там, если BMW, то вот эти вот AMG, да, если, то есть кастомные какие-нибудь модели, нет, AMG. Ну, в общем, я уже все напутала. Золотая Тесла, да, в общем. Мы ждем золотую Теслу. Кстати, у меня сосед мой, он действительно, он очень ждет, когда будут поставки в Азию сайбертраков, и он хочет его обклеить, он уже нашел салон, где его вот в Сингапуре обклеят золотой такой специальной пленкой, которая обклеивает машины, и вот он будет ездить вообще прям красавчик вообще. А с нами сегодня другой красавчик, помимо Станислава, с нами сегодня Григорий Клумов, и для чего мы его позвали? Для чего нам в эфире основатель платформы Stasis? Для чего? Для чего нам вообще человек, которого... Григорий, ну я, наверное, помню еще какое-то собрание года 15-14, еще когда биткоин было матерным ругательством, и уже тогда ты что-то такое вот... до сих пор помню, какая-то панель, микрофон и тебя, и просто мало чего было понятно, но очень интересно было. Сейчас уже понятно намного больше, но чтобы намного больше было понятно всем нашим остальным, и чтобы у остальных появились уже вот эти вот красивые там машины, джеты и прочее, давай, пожалуйста, сегодня обсудим, почему крипторынок вообще еще не вот так вот не вырос, как бы ракета to the moon, почему надо выбирать тон, Ripple, мемкоин, эфир и Solana, или все-таки биткоин. Если стейблкоин, то USDC, или, кстати, вот новая тут новиночка сегодня я встретила, неожиданная, называется RUBT, рублевый тезер. Вот неожиданно, да? Чего вообще ждать от этой новой команды шоумена президента? Так, поехали. Я вся горю. Давай уже начинаем. Давай И по как порядку. нашим зрителям и нам заработать с $1 до золотой Теслы? Ну, выбирайте вопрос. Давайте с чего-то по порядку. А то очень Давай много. начнем вообще. Почему? Смотри, был нарратив всю вторую половину года, в частности, около ноября. Был нарратив, что сейчас Трамп приедет, и крипта просто на ракете улетит, да? Но Трамп пришел, все сначала порадовались, даже были какие-то локальные пики. И, ну, то есть сейчас многие, кто сидели в колах, не знаю, 120-х, 150-х, грустно смотрят в свои портфели. То есть почему? Почему не растет такими темпами, как хотелось? Ну, я думаю, это проблема завышенных ожиданий. Вот, в целом рынок действительно вырос на победе Трампа. Сейчас я экран тут покажу, да, где можно это легко увидеть. Вот с тех пор, как стало понятно, что Трамп побеждает, широкий рынок, то есть капитализация всех криптовалют выросла больше, чем на триллион. Для рынка, который там, торговался до этого около 2 триллионов, это существенно, то есть, да, почти 50%. То, что многие альткоины не выросли или там выросли и упали, это отдельная тема, можем подробно ее обсудить, но я не согласен с тезисом, что рынок не вырос на Трампе. Рынок как раз очень сильно вырос на Трампе. Нет, ну подожди. Тут же как работает? Те, кто обычно, да, торгует на ожидании, покупая слухи, продавая факты, те действительно вырастили свой портфель. Но есть же целая когорта тех, кто это в конце года увидели, купили на локальных хаях и катаются пока не на золотой Тесле. А хотелось бы. Вот с ними что делать будем?
Ну, с ними, наверное, им надо переоценить свои ожидания, потому что рынок, который имеет размер в триллионах долларов, он не может расти в десятки раз. Надо понимать, что рынок глобальной акции – это 100 триллионов, рынок там, глобального жилья, real estate – это 300 триллионов, да, это самые большие, самые емкие рынки. Крипта на той фазе развития, где она находится, 2-3 триллиона – это существенный объем, существенный размер рынка. Конечно, там ARK Invest, всякие вот эти Кэти Вуд, там сейчас инвестбанки пишут позитивные ресерчи, аналитику, что через 10 лет это может быть там 20-30 триллионов, но никто не обещал быстрых свершений. Быстрые движения были вот в 2017 году, когда только-только начиналась институционализация проникать в умы и на бирже традиционных финансовых инструментов, как фьючерс на биткоин был запущен, если ты помнишь, и цена выросла там с 3000 до 20 очень быстро. Это ковид, да, там 21-22 год, когда просто американцам раздали очень много кэша, и многие этот кэш реинвестировали в крипту, и тоже были существенные ценовые изменения. Сейчас, ну, если только вот департамент государственной эффективности сэкономленные деньги раздаст американцам, тогда, наверное, будет какие-то резкие изменения цены. А пока такой праздник и такое казино только вот у мемкоин-трейдеров. Хорошо, раз то, что ты заговорил о мемкоинах, не я сказала об этом. Скажи, пожалуйста, имеет ли смысл еще тем, кто не впрыгнул в Solana, да, как некую экспозицию, туда заходить? И вообще, если можно, дай, пожалуйста, комментарий по ряду позиций вот этих вот самых-самых популярных и обсуждаемых. Соответственно, Solana, Тон, Эфир. Ну, пока вот так. М. Ну, Solana доказала технологически, что она может клирить, кастодить и сетлить очень большое количество транзакций, а весь блокчейн и крипта в этом основной ее так называемый killer app, да, то есть убийственное приложение, которое теснит с рынка традиционных игроков, которые исторически закрывали свои реестры, да, и центрально обменивались какой-то ценностью. Собственно, это ключевой value proposition и ценность крипты. Вот, и первое его применение – это передача ценности, стейблкоин, а второе применение – это казино вот этого, да, вот эта вот торговля чем угодно, как можно быстро, с минимальными издержками, там, в один клик и т.д. А, Ну и технология Solana как бы доказала, что она такой продукт деливерит. И, соответственно, есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что, ну, это работает, да, и когда все развивается, и когда есть какие-то горячие истории, когда действительно там кто-то золотился, какую-то золотую там, что-то быстро заработал, это подогревает интерес и новых гемблеров засасывает на рынок. Таким образом, они совершают какие-то транзакции и увеличивают капитализацию этой сети. Но есть обратная сторона медали, когда сейчас рынок типа понимает, что эти мемкоины ничем не обеспечены, они не нужны, то вместо премии за продукт появляется дисконт за продукт. Хорошо. Ripple. Ripple для меня непонятная история, кроме того, что это там такая официальная манипуляция незаконная, которая вроде бы в случае с Ripple всем сходит с рук. Ам, Ripple в целом, если вот, кстати, да, я видел список консернов там, да, и вопросов по поводу Ripple, но вот опять покажу график. То есть, на удивление, он с того же, если сделать там пошире, 19 года, он как бы не отстал от биткоина, один из немногих. То есть, вот этот график Ripple к биткоину, видно, да? И вот в 2019 году Ripple к биткоину был на тех же уровнях, что и сейчас. То есть, если в декабре 2019 года вы выбирали между Ripple и биткоином, и так сложилось, что вы выбрали Ripple по каким-то причинам, то вы монетарно, ну, в долларах ничего не потеряли. Были моменты, когда он отставал, но быстро догонял. Я не вижу в Ripple никакого продукта. Как не видел, так и не вижу. Но это очень успешная крупная манипуляция, которая пока сходит с рук. А может быть и вообще уже теперь будет сходить с рук. На этом, я думаю, и последняя динамика и показана. С Ripple не нужен как продукт. Там нету никаких технологий интересных. Но у них очень много денег, потому что они рано пришли на этот рынок. И толковая команда, в том числе юристов, которая позволяет им манипулировать этим рынком, избегая наказаний, скажем так. Хорошо. Раз уж мы коснулись юристов, я люблю сейчас слушать Дэвида Сакса. Меня тут поправили, что надо произносить вот именно так, а не так, как я произношу обычно. Он один из тех,
кто занимается как раз-таки инфраструктурой, криптоинфраструктурой сейчас в Штатах. И он сказал достаточно любопытную вещь. Он сказал, пока это именно он сказал, как представитель, то есть это еще не на бумаге, но в целом логика такая, что те стейблкоины и не стейблкоины, да, там, unstable-коины, которые будут развиваться и соответствовать американским требованиям, что называется welcome, мы готовы с ними работать, давать им доступ на биржи, на рынки, к людям, к нашим гражданам и так далее. Те, которые нет, те, соответственно, уходят в сад. Вот если взять европейский пример, где USDC, насколько я знаю, побеждает USDT по тому же показателю, то что бы это могло значить вообще для всего поля криптомонет? Стейбл и не стейбл. В стейблах сейчас сработал тезис «бабло побеждает зло», вот, и size matters. И те долларовые settlement проблемы, которые были в прошлом году, когда был ограниченный круг банков, которые готовы были проводить транзакции фиатные в обмен на стейблкоин долларовый, он сейчас расширяется. То есть в прошлом году он очень сильно сужался, и были такие серьезные опасения, что там крупнейший банк, который до 80% сеттлил таких транзакций, United Texas Bank, сейчас получит отзыв лицензии. Действительно, со сменой командой и ветра, и настроений в администрации президента американского эта история меняется. Плюс Тезер умудрился оказаться в одном телефонном звонке от нового президента теперь, и это видно по кредитным рискам на Тезер, которые в прошлом году доходили там до 18-20% годовых, то есть это примерно как CDS там предбанкротной компании или там облигации, да, которые торгуются там, 60-70 центов на доллар. И почему это происходило? Потому что уже даже с большими суммами, там 50-100 миллионов, было очень тяжело, практически невозможно провести settlement. Settlement — это что такое? То есть отправить доллары через банк и получить тезеры и обратно. Да, действительно, на еще больших суммах это начинает все равно, это все равно работало. Большие маркетмейкеры, там, Cumberland, $1 миллиард они все равно могли двигать. Почему? Потому что $1 миллиард транзакция имеет в себе комиссию, например, там 20 базовых пунктов, да, 30 базовых пунктов. И этой комиссии достаточно, чтобы заинцентивизировать, замотивировать всех посредников в банке эту транзакцию таки пропихнуть, несмотря на все риски. А вот на меньших суммах этого бюджета комиссии, этой взятки, можно сказать, такой завуалированной, да, было недостаточно. И поэтому вот проблемы с сеттлментом у Тезера, да и у USDC тоже наблюдались весь прошлый год. Но сейчас эта история расшивается, и, можно сказать, таким языком трейдера, Тезер задерискился. То есть риски Тезера действительно упали с двухзначных процентов до там 7-8%, сейчас, может быть, даже уже 6%. То есть, в принципе, как такой просто not rated debt, такой типа не investment grade, а вот такой непонятный долг, да, там, который вроде бы имеет кэшфлоу на свое обслуживание, но еще не имеет официального рейтинга. Поэтому кстати, на фоне вот этого упрощения сеттлмента рынок стейблкоинов вырос до 215-217 уже миллиардов долларов, что является прям существенной цифрой. И еще раз доказывает, что ценность крипты, вот это custody, clearing, settlement, disrupted, да, и конкурирует со всеми другими традиционными централизованными системами и добавляет пользовательской ценности и является продуктом. Поэтому нету сейчас рисков держать никакой долларовый стейбл вот из этих таких больших рисков, да, которые были. Да, они действительно еще не имеют легального поля, как, например, европейские стейблкоины, что это европейский стейблкоин — это юридический клейм на эмитента, долларовый стейблкоин — это не юридический клейм на эмитента, но проблем с сеттлментом долларовым нету, и это, конечно, усложняет задачу всем недолларовым стейблкоинам пробиваться на рынок тоже. Григорий, а ты вот считаешь, что риски USDC и USDT, да, если мы просто выбрали, да, хранить какой-то существенный капитал, там, скажем, $1 миллион в крипте, вот мы там держим, даже пускай не стейком, вот просто нам нужно иметь аллокацию на крипту, и вот в том числе на стейблкоины. Эти риски сопоставимы сейчас у USDC и USDT? Да, сопоставимо. То есть у USDC единственное, что, может быть, их заставит разделиться на несколько банков, вот, а у USDT убрать из обеспечения все, кроме трежерей там и долларов на счетах. То есть нету какой-то существенной разницы. То есть, опять же, там процент риска в год — это разница, да, она несущественная, и для крипты не такая значимая. Тут можно ректануться на каком-то мемкоине намного быстрее, чем
В общем, нету сейчас никаких существенных рисков с долларовыми стейблами, да, можно спокойно держать и тот, и тот. А, Ну, желательно, конечно, их складировать в децентрализованные площадки типа Avi или Compound, чтобы как-то компенсировать все-таки этот риск. То есть риск есть, но он небольшой, и существенную его часть можно компенсировать, а может быть даже выйти в плюс. То есть если риск там 4-5 годовых, а вы получаете 6-7, то вы все-таки получаете компенсацию за этот риск, и на долгосрочном интервале всегда будете в плюсе с такой стратегией. Криш, у меня не было вопроса этого в подготовке, но мне его очень часто задают, и, вероятно, тебе и Станиславу тоже. Ну, мне в силу деятельности очень часто. И ты об этом упомянул, но я буду тебе признательна, если ты скажешь еще парочку подсказок. Где можно стейкать, ну, конечно, смешное слово, безопасно, да, стейблы или не стейблы, скажем так, что самое надежное из не очень надежного? Что бы ты использовал? Ну, помимо, естественно, там непосредственно Binance и прочего. Не, вот как раз вот Binance бы я бы не использовал, потому что Binance до сих пор имеет, хоть Binance тоже задерискился, будем это слово паразит использовать еще раз, но Binance все-таки является централизованной площадкой с не совсем понятным регуляторным статусом до сих пор. Хотя действительно большую часть риска они убрали, так что тем, что заплатили штраф. Есть вот, видно, да, мой экран, есть децентрализованные площадки, где вы на своем кошельке держите инструмент, то есть вы не несете риск центрального контрагента, и вот он платит сейчас 4 годовых на Tether и 4,25 на USD Coin. То есть видно, что вот даже сейчас риск USD Coin чуть-чуть выше, чем Tether. В прошлом году это казалось удивительным бы, но вот сейчас такая ситуация, и это на немаленький сайз. То есть если мы посмотрим вот здесь вот цифры, 3,5 миллиарда, и здесь 2,9 миллиарда. То есть это, ну, немало, да, то есть как бы не копейки лежат, и этот капитал точно уже, тут присутствует институциональный капитал, потому что у физиков столько денег нету в массе, и этот институциональный капитал вот так вот уже оценивает риски, выбирая в данный момент, опять же, то, что все может поменяться, Tether против USD Coin как менее рискованный инструмент. А вот раз Спасибо. Только один или еще что-то? То есть Ави, да, ну, все, кто захотят, посмотрят. Ну, Это, есть кстати, важно. Поэтому нужно смотреть, ставить лайк, колокольчик и подписываться, чтобы вот такие штуки не пропускать в прямом эфире. Есть Compound. Compound американский проект, а Avi это проект там немножко с русскими корнями, там русские фаундеры, программисты. Но ставки, видишь, даже не ставки, а дифференциация сохраняется. То есть в компаунде на Tether, нет, в компаунде немножко другие ставки, потому что, видимо, здесь субсидируется до сих пор. Но суть такая же, что здесь можно вот класть Tether под 5 годовых, от USD Coin под 4,76 годовых. Кстати, это тоже интересное наблюдение, что вот в американском проекте больше любят USD Coin, да, то есть больше supply. Тут миллиард, да, а здесь 358 миллионов. Вот. Есть, кстати, другие еще площадки, такие как Layer 2, там, ну, сети. То есть можно эти стейблкоины держать не обязательно на эфире, на майнете, можно на других сетях держать и посмотреть, на какой из сетей там более привлекательная ставка. То есть даже есть уже фонды, которые занимаются таким, можно сказать, арбитражом. Но, в общем, наблюдение такое, что американцы больше любят USD Coin, что логично, да, это типа их продукт компании американской, а весь другой мир использует Tether. А вот раз уж мы заговорили про стейкинг и про институционалов, как я понимаю, один из дополнительных весьма существенных доходов для ETF-фондов – это стейкинг. Вот, и я вижу, что есть планы по запуску Solana, как ETF, да, в США. Но при этом, если посмотреть на динамику и Solana, и эфира, то есть полностью согласен с тем, что биткоин классно подрос, там добавил 50 плюс, да, процентов. Но и Solana, и эфир, они со времени избрания Трампа они упали. Вот, несмотря на то, что по Solana ожидается ETF, по эфиру, в общем-то, могли уже прийти институционалы и вложить много денег в ETF, доступные на эфир. Как ты нам, ну, мне, непрофессионалу, можешь объяснить вот это отставание вот этих двух крупных монет и чего ты, ну, точнее, таких инфраструктурных токенов, да, и чего ты ждешь в этом году от них?
Ну, еще раз, ну, только что затронули Solana, и буквально пару недель назад она была на историческом максимуме. А, История сейчас каждой монеты, она идиосинкратична. То есть биткоин, в который продолжаются притоки, смена рук, там вот это все. То есть там 40 миллиардов зашло в ETF, в этом году зайдет, наверное, столько же, если не больше. И разные-разные новые продукты на биткоин появляются по всему миру, потому что надо понимать, что, окей, вот запустился там в Америке ETF, но появляются там такие надстройки над этим ETF, например, Московская биржа вот уже планирует запустить фьючерс на этот ITBIT. И так по всему миру происходит. И все вот эти вот потоки, пока инструмент распространяется по институциональным карманам и, так сказать, торговым площадкам, все придут к тому, что рано или поздно там, любой хайнет может свои 1% капитала таки одним кликом приложить биткоин, и вот он будет стоить там 200-250 тысяч за штуку, как в общем-то, и мы все эти годы прогнозировали. Вот, то другие инструменты, там абсолютно свои локальные истории. То есть в Solana конкретно был разлог предыдущих инвесторов, которые долго-долго сидели и ждали своего срока, когда их монеты войдут в обращение. Это была достаточно открытая публичная информация, тем не менее была спекуляция на тему, насколько этот отскок уже захеджирован. Так как была существенная волатильность всего рынка, связанная с Трампом, там и в ноябре, и в декабре, и в январе, и до этого еще в сентябре и августе из-за японских вот этих повышений ставок, то многие хеджирующие системы были сломаны, либо закрыты, потому что они все зависят от краткосрочных ставок финансирования этих деривативов. Как ведь работает хедж? У вас есть спот, который вы не можете продать, да, но вы знаете, что он вам придет, например, там, в феврале, 30 февраля, ну, неважно, 30 января, и вы открываете деривативную позицию на какой-то из бирж. Но для того, чтобы ее поддерживать, вам нужно обеспечение, правильно? Если эту биржу штормит, там волатильность, повышается ставка, потому что чем больше людей занимают такую же позицию, тем дороже этот инструмент к удержанию. На криптобиржах есть практика, что каждые 4 или 8 часов вам капает так называемое финансирование, стоимость удержания этой позиции. Если это и на некоторых монетах, когда перекосы случаются, там может быть 300 годовых, вот, уже отдельные фонды арбитрят эту ставку. То есть они в момент, когда стресс, когда ставка там трехзначная в годовых, они покупают спот, продают фьюч. И наоборот, продают спот, покупают фьюч. Вот. И из-за вот этих колебаний много хеджирующих продуктов и конструкций было сломано. Поэтому, когда случились разлоки сейчас в январе, феврале, логично, что очень много было продано на споте. И Solana там с 270 упала на 170. Да, то есть как бы для небольшого альткоина это обычное дело, а вот для такого крупного там 30% это 40 даже. Это, в общем, оказалось существенно. В эфире же своя абсолютная история. Там проблема роста. То есть эфир до сих пор управляется как такой подрощенный стартап, хотя уже давно должен управляться профессионально как большой и развитый проект. Например, эфир Foundation, который вот контролирует денежные потоки на разработчиков, он весь прошлый год в лоб продавал эфир на свои расходы. При этом он сидит на этом инвентаре, на этом эфире, у него есть сами эфиры, которые он никуда вот до недавних времен даже не размещал, ни в какие компаунды, ни в Ави, да, казалось бы, он мог эфир тоже стейкать, рестейкать, хотя бы в лендинге централизованной, на своей же сети его положить, чтобы поддержать и экосистему, и разработчиков, и пользователей. Но он ничего этого не делал. Он просто методично продавал в рынок. И инвесторам, трейдерам эта история не нравилась никогда, но сейчас она просто стала мейнстримом. И это, подсветили разные инфлюенсеры, это появилось на форумах, в твиттерах, и люди такие, подождите-ка, то есть зачем нам сейчас покупать эфир, если сам эфир Foundation его продает, значит, не верит в команду, да, не помогает своим пользователям, не размещает свои остатки в наши протоколы, значит, не верит, что ли, в безопасность их. Вот эти все стандартные истории, как вот менеджмент вроде бы интересы менеджмента типа не сопоставлены с интересами, значит, трейдеров, холдеров, инвесторов. И вот на фоне вот этих как бы проблем происходило отставание эфира от всего рынка, что, в общем-то, не очень понятно, какая его перспектива. Здесь каждый месяц возникает очередной этот Layer 2, то есть надстройка над эфиром. Получается, что это такой же Франкенштейн блокчейнов. Там есть типа тело, и вокруг него там несколько десятков каких-то условных, сейчас я не хочу обязательно негатив вызвать, но арбитрумов, но, по сути, все это мертвые MetaMask блокчейны, которые мы никому не нужны. Вообще, зачем их? Там 30 штук. Непонятно. И плюс продажи эфир Foundation.
Забегая вперед, хочу сказать, что сейчас уже, наверное, пик таких вот пессимистичных ожиданий. Я думаю, что эфир может быть одним из топ-перформеров этого года. Но в прошлом году вот была именно такая ситуация, которую тоже не сразу, ну, много кто не сразу понял, да, то есть, что обычно растет биткоин и растет эфир после этого. То есть так было всегда, и вот рынок в очередной раз доказал, что past performance does not guarantee future result, и вообще любая корреляция с прошлым – это всего лишь гадание на кофейной гуще, и ну, просто вот очередная спекулятивная идея, которая, если много людей в ней участвует, то рынок никогда не пойдет по этому пути, а пойдет по пути наименьшего сопротивления, что и произошло. Скажи, пожалуйста, точнее, ты предполагаешь, что этот год может быть в том числе годом роста эфира, потому что уже весь негатив вышел, или потому что произошли фундаментальные изменения? Менеджмент пересмотрел стратегию, нету больше нету больше навеса продаж для покрытия расходов. Ну, то есть вот с чем в чем причина Да, ставки вот хороший такой? вопрос. Можем тогда сейчас начать подсвечивать, так сказать, инвестиционные нерекомендации, э, вот, и портфель на этот год для Сейчас, ответ. Гриш, секунду, прям одну секунду. Прости, я сейчас все отдам и выключу, честное слово, обещаю. О, Даша. Итак, здесь дисклеймер, он был в начале, я его повторю на всякий случай здесь, что все, что вы видите, это фантазия Гриши, это то, что ему приснилось ночью. Мы обсуждаем между собой. Запись случайно 21 февраля попала в эфир. Это все сон. И прошу относиться к этому именно так. Да, значит, был вопрос, 3 монеты на разного типа риск портфелей. И мы сейчас поговорим о всех типах рисков, да, но вот портфель на минимальный риск, на мой взгляд, это вот на этот год, это биткоин, эфир и мантл. И действительно, вот тот уровень сентимента в эфире, который сейчас сложился, он очень-очень негативный. И вообще, вот моя статистика инвестиций показывает, что если вы можете найти какой-то интересный актив, где команда там разберется, да, где есть капитал, где не кончаются деньги, где есть какая-то интересная технология, в момент, когда его все-все-все не любят или считают, что там все пропало, то часто это является одной из лучших моментов для инвестирования в этот рынок, в этот инструмент. Это работает на всем вообще классе активов, на всех рынках. И вот эфир сейчас находится действительно в такой ситуации, что все его ненавидят, очень много было позиционирования, которое либо капитулировало, либо переложилось во что-то еще. В Solana, например, я знаю несколько людей, кто сидел в эфире, таки убежали в Solana, и тут их, и там их нахлобучило. То есть размотал рынок, это называется. И, в общем, если бы сидели в эфире, окей, биткоин бы, конечно, проигрывали бы, да, но, по крайней мере, не сильно теряли бы в долларном эквиваленте. Но когда рынок вот так вот разматывает, и люди из эфира там капитулируют в Solana, а потом она еще падает на 30%, то часто люди хотят вообще закрыть все истории, уйти с этого рынка. И это сейчас и происходит, и поэтому сейчас один из, наверное, лучших моментов за несколько лет по инвестициям в крипту и в какие-то интересные альткоины в целом. Да, значит, ну, биткоин остается топ-идей, туда будут продолжать идти потоки. Это способ отправить деньги в будущее, как угодно. Собственно, за 12 лет сейчас моего наблюдения биткоина в целом тезис ни разу не потерял свою актуальность, и он остается по сей день. А эфир, как уже обсуждали, такая вот история очень-очень нелюбимая сейчас рынком, но там будет и технологический апгрейд в ближайшие пару месяцев, достаточно интересный. И действительно, эфир Foundation меняет, он еще не до конца поменял стратегию, конечно, и по-хорошему там надо уволить 2/3 людей, нанять новых профессиональных менеджеров, вот, а не там швейцарских марионеток, которые делают по указанию Виталика, что хотят, что он хочет. Ну и Виталику по-хорошему надо отойти от управления этой компанией как стартапом в общем, уже повзрослеть. Но это то, что эфир может принести, там, если это случится, к 10 тысячам, да, за штуку. Но даже в той истории, где он находится сейчас, там уже достаточно происходит изменений, чтобы рынок переоценил потенциал эфира в этом году. И еще один малорискованный инструмент, это тоже блокчейн, называется эфиросовместимый, называется Mantle, и попутно это является еще и токеном биржи Bybit, вот, которая успешно отъедает рынок у Binance. Но плюс этого Mantle в том, что это самая крупная
трежери в экосистеме крипты. То есть это проект, у которого миллиард кэша. Просто кэш там в биткоине, в эфире, в стейблкоинах и еще 2 миллиарда в своем токене. Поэтому у них есть деньги, у них есть голова, и они, в общем, что-то интересное должны в этом году показать. Вот, да, отвечая на твой вопрос про консервативный портфель, про вопросы к эфиру, там, к биткоину и что купить, и очень безопасно, это вот эти 3 инструмента, я думаю, в этом году покажут хорошую динамику. Ты там самое интересное не показал. Я видела, там внизу есть заготовки для погорячее. Неужели в Да, этом сне тебе не приснилось ничего более горячего? давай, Никогда в давай. жизни не поверю. Там еще были вопросы просто, я не хочу сразу все карты открывать. Давай. Слушай, мне кажется, мы часть этих вопросов снимем, если покажем. Ну, давай так уж и быть. Ты в прошлый раз, когда был, достаточно четко расписал ситуацию с Тоном. Так уж ты, когда к нам приходил, как раз случилось то, что случилось с господином Дуровым, да? И с того момента Тон, монета выросла сначала до 5, где-то вот, да, 5 с копейками, и потом опять скорректировалась. Вот что происходит сейчас, какие перспективы? Потому что я знаю достаточно большое количество адептов вообще именно этой инфраструктуры. Ребята молодые, горячие, которые, что называется, топят просто. И ты вот такой, не такой воодушевленный, в отличие от них Ну, я обычно. никогда не был воодушевленным, во-первых, потому что цена была очень дорогой, и, во-вторых, потому что 3 раза обманули инвесторов. То есть его обманули первый раз, обманули во второй, да, можно сказать, обманули в третий. Ну, и плюс еще не доказан вот этот тезис был, который вроде бы начал циркулировать в прошлом году как спекуляция, что, ребята, в блокчейне нету пользователей. Основная проблема, что у нас такие классные технологии, все так классно, все так здорово, но нету пользователей. Давайте объединим наши технологии с каким-то проектом, где есть пользователи, и вот тогда будет рай на земле. Вот этот тезис пока терпит полное фиаско. Я не хочу сказать, что он еще не может в этом году реализоваться, но пока все вот эти тапалки, вся вот эта чепушня, которая типа локально привлекала пользователей что-то потрогать и поделать, она на деле оказалась полным фарсом. Да? То есть никому это не надо. И даже хваленый Тезер, там, запустившийся на троне, там, субсидировав кучу комиссий и издержек, там, по сути, дав достаточно удобный сервис, там, 2 кнопками купить, продать, отправить, потерпел фиаско. Ну, это говорит о том просто, что, не тот addressable market. То есть, действительно, у Телеграма есть аудитория в миллиард человек, но им нахрен не нужна никакая крипта. Им прекрасно общаться между собой, там, слать файлики, смайлики, но им не нужно ничего криптоподобного. Видимо, вот это просто не та аудитория. Да, я тебе добавлю пару перчинок сюда, или, может быть, не перчинок. Я вполне допускаю, что, может быть, у меня просто лапки. У меня закончилась подписка премиум, я уже к ней привыкла. Мне нравится функция там переводить из аудио в текст, наоборот, вот это все. И я думаю, у меня же как раз в кошельке телеграммном есть профильные монетки. То же самое легкое, казалось бы. Я сейчас оплачу свою подписку премиум этими монетками. И дальше Magic, потому что либо у меня лапки, я согласна, такое возможно. Но мне это не получилось. То есть мне пришлось привязывать карту фиатными деньгами, оплачивать эту подписку. Но просто меня это настолько поразило, потому что, понимаешь, мне их там было достаточно, мне в какой-то момент надарили, я думаю, можно вообще оплатить, на много лет вперед. А раз этого не получилось, я думаю, не буду тогда. То есть вот тебе еще, пожалуйста, один человек, которому не удалось. И вторая перчинка – это я знаю несколько проектов, которые получают сейчас менеджеры выплаты в тонах. Они у них сейчас проходят локап-период каждый месяц. Вот начиная с января у них вот это вот происходит разлог. И для меня, соответственно, вот загадка, что они будут. То есть для меня не загадка, что будут делать те, с кем я общаюсь, но я не знаю, насколько эта масса большая, и насколько все будут поступать, как те же, у кого вот они были год в локапе. Так это является основной претензией. Да? То есть помимо там закулисных сделок с Пантерой Капитал там, по доллару, никто не понимает реально, какой объем монет находится в обращении, потому что по всем каталогизаторам, да, fully diluted valuation 20 миллиардов сейчас. 20. Это вот он упал, да, на 50%. А было в 3 раза больше. То есть было почти 60. То есть когда вот цена токена была там, под $7-8, полная оценка была 60 почти миллиардов. Ну, о каких вообще 60 миллиардов? Ну, то есть я, по-моему, даже сравнение приводил, не помню, в этом стриме или нет, что можно купить на 60 миллиардов в реальном мире, да, там, на 50, что какие компании стоят 50 миллиардов. То есть мне очень нравится Telegram как продукт, как мессенджер. Я пользователь, по-моему, лет уже, там, не знаю, 12 тоже. Там, я один из первых начал им пользоваться, и
Прекрасный продукт. Но как блокчейн, как подход к рынку, значит, они тоже молодцы в плане того, что они вытащили из рынка деньги себе на сервера и на финансирование своего основного проекта. Но для инвестора, для миноритарного инвестора это абсолютно, в лучшем случае, торговая история. То есть если вы как бы вот какой-то там запустите тренд, мини-тренд на мини-апах или там на тапаниях, или поймали, то прекрасно. Если нет, это ужасная история для долгосрочного держания, потому что огромный объем предложения в любой момент может быть выкинут на рынок. Вы понятия не имеете, когда это произойдет, нет никакой прозрачности от команды, то есть все делается в таком русском формате. Мы сами с усами все умеем, вам ничего не расскажем, а расскажем только каким-то очень большим фондам. Ну, фонды поэтому и требуют дисконт. То есть Пантера купила по доллару, когда токен стоил 5. И, кстати, вот динамика там отрицательная последних месяцев вполне может связана с тем, что они уже начали хеджировать свою позицию, да, там, потому что есть OTC рынки, есть рынки, опять же, деривативов. Для фонда прекрасная история. Купили по доллару, захеджировали по 5, ну да, поплатили несколько там кварталов комиссию, но потом это все схлопнули, там, может быть, со стопроцентной доходностью. Ну, а для обычного пользователя, который вот может пойти с рынка купить спот, вообще нет. Ну, нет, неинтересно его просто не считают за партнера обычного пользователя и не делятся с ним никакой информацией, и из него достают деньги на свой основной продукт в виде телеграмма. Что, опять же, с точки зрения компании, наверное, логичное поведение, с точки зрения меня как инвестора, нет, я скипаю это всю дорогу. Эх, что ж, давай тогда перейдем к идеям все-таки и горячим портфелям. То есть какие бы сны могли присниться, К какие идеям. бы сны Да. могли присниться. Увеличиваем риск, да, и смотрим, что если, если есть, если есть больше желания рисковать, что еще можно купить, да? Так, значит, каждый цикл на рынке конкурирует та или иная типа прорывная технология, да, за внимание трейдеров. И сначала это были форки биткоина, потом это были, значит, эфир и всякие его реинкарнации, потом это были блокчейны типа на миллионы, там, триллионы транзакций. Сейчас это блокчейны под другие языки программирования. И вот два проекта есть, которые отпочковались от Фейсбука, можно так сказать. Их концепция биткоина — это язык Move. И один уже в прошлом году очень хорошо себя показал, это Суи, и вот есть его такой брат-близнец Aptos. Стоит сейчас по полной оценке, если считать все-все-все возможные токены, 7 миллиардов, а, что, кстати, почти в 3 раза дешевле, чем Тон. Но проект, во-первых, богатый, ему не надо продавать в рынок свои монеты, ему там фонды налили несколько сотен миллионов долларов. Во-вторых, это все-таки американская команда, она более внимательна к миноритариям и акционерам, просто так исторически сложилось, скажем так. И в-третьих, есть индикатор, что блокчейн Суи, который на той же как бы идее в прошлом году очень хорошо переоценился, будет являться магнитом оценки. То есть да, действительно, в команде Aptos сейчас тоже есть там перестановки некие, поэтому существует дисконт. Но как только пыль уляжется, а, я верю, что эта команда может показать какие-то результаты. И, опять же, достаточно в консервативном, мы сейчас говорим про все-таки средний риск, да, в консервативном ам, и среднесрочном подходе показать результат. Сейчас это стоит вот примерно там, $6, оценка 7 миллиардов. Значит, следующий у нас среднерискованный инструмент — это бывший блокчейн Phantom. Сейчас он называется Sonic. Это люди, которые развивают, опять же, EVM, то есть эфир совместимую экосистему, но они являются лидерами в смарт-контрактах на сегодня и в технологиях, что можно сделать с эфироподобным блокчейном. А, Там тоже локально есть всякие бурления между командами и разными другими Layer 2 блокчейнами, что я и считаю хороший плюс и момент для инвестирования, что вот это есть неопределенность, которая в случае разрешения вызовет переоценение инструмента. То есть это просто вот сейчас лидер по технологиям в эфир совместимых блокчейнах. И еще один у нас тут есть инструмент — это оракулы. То есть все знают, есть Chainlink, и команда доказала, что она достаточно успешно переносит все криптоциклы, вот, но все-таки Chainlink стоит в несколько раз дороже, а это более молодой проект,
но который пока технологически умудрился достичь больших результатов. Вот. Подход тут такой, что все равно мы продолжаем инвестировать в блокчейны. Мы не знаем, конечно, какой блокчейн победит из там, крупных блокчейнов. Понятно, биткоин вне конкуренции, но это все-таки блокчейн не для приложений. А вот какой блокчейн все-таки победит в интернетах, назовем это так, для приложений, остается самой большой спекуляцией. И здесь идея выбрать команду, которая имеет на это шансы, и чтобы оценка была там не сильно завышенной. То есть, опять же, не надо меня считать там 100% телеграм-хейтеров. У телеграм-команды есть шансы победить в интернетах, да, быть блокчейном для приложений. Просто по оценке 18 миллиардов с непонятным планом использования этой эмиссии для меня как инвестора я буду выбирать Aptos каждый день против 7 миллиардов, против 18, для меня является существенным фактором. Если бы Telegram стоил хотя бы там 6, да, ну или хотя бы там, не знаю, 7,5, можно было бы сюда добавить еще Telegram. То есть это сколько получается в долларах? Наверное, где-то 2 или $1,5. Ну, вот ближе к цене Пантеры. Но я, кстати, и на прошлом стриме говорил, что ближе к цене покупки фондов можно рассмотреть покупку Телеграма. Но это где-то вот $1,5, где-то там, не раньше. Вот, поэтому вот на средний риск на этот год Aptos, Sonic, бывший Фантом и PIT как система оракулов — это те технологии, которые точно будут в крипте так или иначе развиваться. Ошибиться можно только вот кто действительно победит. Но тот, кто победит, он будет стоить прям сотни миллиардов, как эфир. Поэтому здесь потенциал, конечно, ну и риск-реворд, и потенциал, он сохраняется. Давай еще какой-нибудь вопрос в промежутке, а потом посмотрим еще что-нибудь по рискованному. Да, АПТ. Я сейчас буду цитировать эту песню, очень популярную. Очень сильно упал. Да. Проект монет. Так в этом и идея. То есть, еще раз, моя идея Это то есть на инвестирования, падении, на том, что... которая доказала статистически за много лет свою, потому что я перепробовал очень много разных методов инвестирования, трейдинга, но мы это уже обсуждали, да, то есть, что я давно занимаюсь трейдерством, инвестициями и на частный капитал, и на институциональный, и много видел историй успеха и провалов. И, кстати, вот группа моих партнеров, с которой я строил евро стейблкоин, на пике контролировала 100 тысяч биткоинов. Это был там 12-13 год. И потому что это был один из первых биткоин-фондов в мире. И вот как бы мы думали, что мы что-то понимаем в инвестициях. Да? То есть мы работали в банках, в хедж-фондах, мы там учились много в разных MBA там и прочих, читали много книжек. Я переобщался с 400 разными хедж-фондами, которые занимаются вот узконаправленными секторами лично. Я отобрал из них 20, да, которые там фонд достаточно успешно перформил. То есть в целом мы люди абсолютно не казиношной ментальности, которые пришли на этот рынок давно, здесь трудимся успешно, зарабатываем что-то, да, конечно, тоже теряем, но мы имеем какой-то навык, специализацию. И вот все инвестиции, которые мы делали за это 10 лет, проиграли биткоину. Ну, просто вот представь, то есть мы, в общем-то, ну, может, не ультра какие-то профессионалы, специалисты, мы точно не люди там, которые лудоманы, которые не разбираются в инвестициях. Несмотря на это, мы сделали вот ряд разных инвестиций, и все они, вот прям как один, проиграли биткоину. Конечно, это в этой точке, вот именно в этот момент, но вот пока вот такая статистика. Поэтому на интервале, наверное, 50 лет будет другая история. Но вот конкретно сейчас биткоин настолько сильно завоевал и внимание, и институциональное признание, и, значит, понимание среди конечного инвестора, что никакая даже, вот может быть только акции NVIDIA сопоставимы были, а все остальное жестко андерперформит биткоина. Григорий, а вот можете пояснить мне, как человеку далекому от крипты, но типа я пытаюсь разбираться в современных технологиях, и вот мое как бы внутреннее ощущение, что средством расчета может быть, в принципе, любая криптовалюта, но если у криптовалюты есть еще и некоторая инфраструктурная составляющая, это как будто бы добавленная ценность. Вот. У эфира или там у Solana есть вот эта инфраструктурная составляющая, очень мощная, которая способствовала там большому развитию, да, вот в целом криптоиндустрии. И берем биткоин, где это исключительно средство платежа и исторически первое, пускай, да, но сейчас я не думаю, что это самое удобное средство платежа. Вот. То есть я просто не понимаю, в чем внутренняя ценность битка, кроме вот, собственно, какой-то психологической составляющей. Ну, мы тоже уже, мне кажется, каждый год эту тему затрагиваем, и каждый год я не могу найти слов, чтобы наконец-то тебя переубедить, да, как value инвестора. Смотри,
еще раз, есть вот это фреймворк оценки инвестиций по стоимостному выражению, да, которое в конце концов падает к тому, какой у тебя free cash flow на equity. То есть то, на чем построена баффетовская модель стандартная, что если вы можете занять деньги под 4 и реинвестировать их под 5, 6, 7 и так далее, чем больше, тем лучше, и вот этот спред вы собираете и капитализируете долгосрочно, оптимизировав на налоги. Прекрасная история, потому что здесь есть что? Здесь есть барьеры для входа. То есть, когда ваша организация получает какой-то investment grade статус, позволяет черпать деньги по ставке ближе к ставке денежного рынка, вы существенно цементируете свое конкурентное преимущество. Следующий момент, вам нужно дождаться ситуации на рынке, когда цены на это equity, потому что free cash flow to equity, если equity стоит 100 или 90 или 80, очевидно, растет. Да? Ну, типа, если бизнес остается flat, а цена падает, то free cash flow, то есть yield, который генерирует этот бизнес, он растет. Поэтому получается идеальная история. Вы получили доступ к деньгам по определенной ставке, сидите на попе ровно, пока цены падают. Дальше вы в какой-то момент к прицеленному бизнесу, который вы уже знаете, что у него такой free cash flow to equity, да, вы правильную цену получаете, спред этот фиксируете и совершаете сделку на любой сайз, any size, да, как он покупает компанию. Просто по этой цене беру все. И так работал рынок фундаментальных инвестиций все эти там столетия, да. Сейчас, когда у нас экономика внимания, экономика on demand, будущие денежные прогнозы, которые очень сложно оценить, и вообще даже не только денежные прогнозы, а еще вот стоимость иметь какой-то канал, написать какой-то аудитории. Вот, например, откуда стоимость Твиттера там 50 миллиардов или 40, ну или вообще сколько-то, да, откуда? Там нету никогда таких денежных потоков и, может быть, никогда не будет. Но сколько стоит внимание вот этой аудитории? Это вопрос, на который в ближайшие годы, на десятилетия, наверное, какие-то академики напишут диссертации по типу Блэка Сколса, Майерса, которые получили Нобелевку за оценку опционов. Да, и тоже задача оценки опционов была решена на краткосрочном интервале, типа оценка на 2-3 года. Оценку на долгосрочном, там, на 10 лет, никто не знает, как оценивать эти вероятности, потому что мир слишком многофакторный, слишком много сценариев может произойти. Так и тут. То есть мы не знаем очень многого, но мы знаем, что это ценно. Сюда, кстати, наверное, имеет смысл в эту дискуссию привести пример мемкоинов, потому что это не полный ноль по ценности. Да, там нету никаких денежных потоков, там нельзя посчитать free cash flow to equity, но сколько стоит внимание вот этой аудитории? По сути, капитализация мемкоина – это оценка вот этой аудитории и ценность их внимания, потому что за любым мемкоином и там, не знаю, значком, там, карточкой бейсболиста, да, любым вот таким collectibles существует какая-то аудитория, которую, если ее декомпозировать в потенциального потребителя, вполне себе может являться денежным потоком. Но факторов очень много, сценариев много, и волатильность этой аудитории тоже колоссальная. Поэтому оценить ее очень и очень тяжело. И вот эти колебания мемкоинов, которые сейчас происходят, по сути, это попытки рынка свободного, да, потому что мы видим, что рынок сейчас торгуется 24/7, вот этот clearing, custody, settlement в блокчейнах быстрых сейчас происходит на раз, за секунду. Никто не может его остановить, этот процесс. И поэтому этот price discovery, так называемый, то есть определение этой ценности, будет происходить и дальше. И будут мемкоины, которые будут очень дорого стоить, но будут те, которые будут сильно дешеветь, да, и вот между ними будет эта конкуренция. Отчасти, конечно, все вот эти сейчас эксперименты по мемкоинизации отжирают у настоящих технологий капитал и увеличивают для них стоимость капитала для тех же блокчейнов, как Aptos, там, Sonic, там, да, тот же Telegram, которые делают типа какой-то продукт на базе технологий. А вот здесь вот рядом есть вот это все казино с мемкоинами, где люди хотят быстро обогатиться, и поэтому они покупают там коин Трампа или Мелани, или этого Милея там и прочих. Но это не изменяет того факта, что мы просто должны смириться, что мир создал новые рынки, которые основаны не только на free cash flow to equity, но и на еще многих разных факторов, оценки которых нам как человечеству еще предстоит осознать. Да, то есть получается, что есть некоторая стоимость сообщества, вот, и нет, скажем так, пока что понятной оценки стоимости этого сообщества. Это условно аудитория YouTube-канала, да, или там Instagram-блогера. Крутой блогер может создать миллиардный бизнес, просто имея очень большую аудиторию с любым продуктом практически. Да, но это вот Web2, Web3. То есть Web2 можно было писать в интернет, а Web3 можно им владеть. То есть вы можете владеть частью вот этого условного блогера или этой системы, где этот блогер существует, и таким образом делать ставку на то, будет ли успешна вот сама система, в которой это все будет существовать и жить. Поэтому, возвращаясь к биткоину и его ценности, да, там нет никакого денежного потока, хотя вот MicroStrategy придумал, как его создавать, пусть и с рядом рисков контрагента, можем это отдельно обсудить.
Но самая главная ценность в биткоине, что вы отправляете деньги в будущее. Вот вы, ну, не деньги, ценность. Строго говоря, вы отправляете ценность в будущее. Это способность передать ценность в будущее на десятки лет, потому что, да, квантовый компьютер еще очень не скоро, а даже если он будет биткоин, quantum resistant биткоин форк. Вот. И сколько вот стоит эта возможность? Вот сейчас там 2 триллиона, ну, там полтора, да? Вот сейчас так. Потому что другие способы сомнительные, либо сложные, либо менее удобные. То есть как продукт это очень классный инструмент. Вот с тобой общались до стрима, что на удивление Лукойл в России сохранил стоимость за 20 лет. Одна из первых сделок на бирже была шорт Лукойла по 700 рублей там, в 2003 году. Вот, я сейчас открыл график Лукойла, смотрел, он 7 тысяч рублей. Рубль в 2003 году был там где-то 23. То есть рубль упал в 3-4 раза, Лукойл вырос в 10. Ну, понятно, что есть инфляция, но он еще и дивидендами заплатил 1005 рублей. Вот. То есть даже в долларах, если открываешь график Лукойла, за 20 лет вполне себе сохранение капитала. Несмотря на то, что в стране было все подряд вообще, и финансовый кризис, и там обнуление маржин-колла и прочее, депозиты в банках лопались, там, да, ну, все подряд было. Тем не менее, Лукойл это был 20 лет назад способом отправить ценность в будущее, в России. А биткоин дает такую возможность в мире. Убедил. Остайтесь юро. Ну, евро стейблкоин Что с это... проектом? Да, была идея, можем обсудить, конечно же. Была идея, Судя что... по фразе была, это будет реквием? Ну, в прошлом году рынок изменился сильно за счет того, что риск тезера упал, да, но идея была такая, что долларовые стейблкоины имеют риски сеттлмента и не имеют легальной почвы под собой. Вторая часть остается, то есть легальной почвы у них нет пока, но типа будет. Рынок живет ожиданиями, поэтому сейчас ожидается, что будет какой-то стейблкоин билл в Америке. А первая часть риска, да, что settlement имеет проблемы, она исчезла, потому что банки по приказу, значит, новой администрации перестали кошмарить этот сектор. И, как я уже сказал, если раньше можно было там только 500 миллионов долларов засетлить меньше, никто не хотел браться, и то только потому, что комиссия достаточно большая, чтобы эти риски нести, то сейчас можно и 50, и 10, уже, в общем, упрощается история. Вот. Но еще появляется зоопарк других евро-стейблкоинов, и из-за регуляции они все одинаковые, да, то есть есть стейблкоин из Франции, из там, Голландии, из Ирландии, из Финляндии, там, с Мальты, там, ну, то есть, и в целом мы все одинаковые, то есть у всех одинаковый статус, одинаковая регуляция. А бизнес-девелопмент надо всем делать один и тот же, то есть надо приходить ко всем тем же биржам, платить за листинги, платить маркетмейкерам, платить всем, и все платят одно и то же, предлагая одно и то же. Вот. И еще на фоне того, что долларовые стейблкоины стали, в общем-то, безопаснее. Такой двойной удар. Поэтому этот рынок сейчас очень тяжелый и очень конкурентный. Там будет какая-то консолидация. Конечно, там будут победители. Я пока не готов сказать, что это будем мы. Со стопроцентной вероятностью мы, конечно, поборемся. В целом я верю в том, что рано, ну, какой-то рынок будет, и, скорее всего, это будет стейблкоин, который имитирует несколько финансовых институтов, один и тот же. То есть если бы евро стейблкоин имитировали бы там не только мы, но еще там ряд банков и EMI институтов. Вот, собственно, я над этим работаю сейчас, но есть вероятность, что как в истории с анекдотом, да, что Америка innovates, China replicates, а Europe regulates. Вполне возможно, что Европа просто выстрелила себе там в две ноги с этим законодательством, а Америка очень быстро обошла ее на повороте и сейчас легитимизирует доллары и стейблкоины, и они будут продолжать доминировать в мире. Спасибо. Покажи, пожалуйста, high-risk блицом таким. Блиц. Прям high-risk, high-return, горячечный сон. High risk, high return. Ну Да. и ты же не сказал самое главное. Ты любишь Трампа? Да я не то, что люблю я какого-то политика, просто я понимаю, что он очень транзакционен. То есть Трамп, ну, как он такой булли, да, то есть он делает наезды вербальные, которые, может быть, ничего не значат, но он таким образом тестирует переговорную позицию и, как это нас учили в бизнес-школе, ЗОПу, Zone of Possible Agreement. То есть то где могут таки договориться участники. Он сказал что-то резкое одной стороне, второй стороне, таким образом прощупал границы. Да Я тут не весь знаю, рынок зопу тестировал. да, Ты я не говоришь, знаю один. в итоге, что он сделает для крипты. Пока все, что он обещал, пока все происходило. То есть Росса освободил, это вот человек, который там занимался Silk Road'ом, маркетплейсом, из-за которого, собственно, в биткоине был такой вот этот типа флер, что это только для наркоманов.
Вот. Много лет этот тезис приходилось опровергать и объяснять, что это просто такой вот неудачный маркетинговый заход. Просто потому, что у биткоина не было никогда маркетологов. Вот так вот привязалось к нему, что это для наркоманов. И вот многие люди пропустили трейд жизни, потому что думали, что биткоин это только для наркоманов, не разобравшись в вопросе. Ну, в общем, пока все, что он обещал, вроде бы происходит. Рано говорить, что только месяц президентства. Стейблкоин Билл, надо посмотреть все-таки, какой он будет. Есть вероятность, что он будет больше плюс для Тезера, чем для Circle. Но в целом это уже даже не так важно для пользователей там, нашей аудитории. Просто можно и то держать. Для американских проектов, криптопроектов однозначно есть попутный ветер, называется tailwind, да, то есть он был раньше ветер в лицо, так называемый, да, который сдерживал развитие. Сейчас это ветер в спину. То есть американские криптопроекты, вот отчасти почему Aptos, а не Тон, ну, потому что Aptos это американский криптопроект, а у него там ветер в спину сейчас идет, а Тон непонятно, дубайский или еще какой-то. И вот американским криптопроектам Трамп тоже обещал там налоговые послабления инвесторам, что, может быть, capital gain там не будет облагаться. Ну, это же тоже позитивно все для будущей капитализации инструмента. Вот. Поэтому, ну, очевидно, крипторынок не зря держится там на 3 триллионах, а не на 2 там, да, где он был. Все-таки связано с тем, что есть ожидания позитивные, что и дальше будет происходить в Америке. И SEC там нанимает людей уже, которые будут не кошмарить крипту, а как бы помогать ей развиваться. Вот, то есть позитивные процессы происходят, но, понятно, что надо смотреть по делам. Как это, любому политику надо смотреть не то, что он говорит, а что он делает. Поэтому пока вроде он делает то, что обещает. Дальше посмотрим. High risk, да? Ну, тут да, high risk, high return. Такая идея, что вы покупаете что-то, что стоит дешево, но имеет большой потенциал в случае, если команда справится. И я еще раз хочу сказать, что идея моя вот таких портфелей, таких инвестиций в том, чтобы взять что-то, что имеет потенциал, стержень, капитал, команду, но локально под давлением. И Rune, это TorChain проект, это как раз один из явных вот примеров такого подхода. У них был инцидент, что часть валидаторов решила закрыть свои позиции, потому что переживала за сохранность своих средств. Не буду вдаваться в детали, но, в общем, это протокол, который косвенно связан с биткоином, потому что он позволяет биткоин переносить на другие блокчейны в формате DeFi, таком, trustless. То есть вы можете биткоин продать на биткоине и купить на эфире, например, через этот протокол. И стоит он сейчас всего лишь $500 миллиарда, достаточно старый проект. Там команда, которая продолжает бороться, уверена в победе, и это просто отличная цена, потому что в связи с тем, что недавно произошло у них, как бы рынок очень сильно этот инструмент распродал и является хорошей возможностью купить и капитализироваться на этом страхе. Конечно, если все будет хорошо. Но тут high риск, и есть вероятность, а, что цена сейчас неправильная, существенно. Вот. Но это может быть также и близко к нулю, да, если все пойдет не так. Конечно, у них есть какой-то трежери, то есть если бы у них не было капитала, рынок бы еще сильнее наказал бы их. Но так как у них есть сейчас средства на несколько лет развития, я уверен, что они что-то придумают. Дальше нетривиальная идея, такая очень незаметная, неизвестная рынку. Скорее всего, она вон вырастет даже после сегодняшнего стрима. Игра в кальмара. Слово похоже, но нет, это не про игру в кальмара, это про объемы блокчейн данных для вот этих новых всех AI-агентов и информации, на которую они могли бы учиться. Вот есть старый проект, известный достаточно, Graph, вот, тоже американский, тоже там, но он сильно дороже, и он делает такую агрегацию данных по Layer 1 блокчейнам. А этот проект, он недавно сделал пивот, и он собирает данные для того, чтобы AI-агенты и все, что вот связано с упражнениями AI на блокчейнах, могло бы быстро оптимизироваться под текущее состояние мира и учиться. И это в целом, как инфраструктурный проект, имеет, конечно, хорошие очень перспективы и стоит просто сейчас бесплатно, можно сказать. И команда доказала, что она целенаправленно будет развивать свой продукт и, в общем, не замечена в, так сказать, неправомерном отношении к своим миноритарным инвесторам. И следующий проект тоже из AI-сектора, потому что он один из самых сейчас он был самый модный пару месяцев назад, сейчас он самый пострадавший. Но я верю в большой AI-тренд. Это такая же индустриализация, как произошла там с паровым двигателем, с электричеством, с интернетом, с блокчейном. AI в целом это очень большой тренд.
но очень мало инструментов, которые позволяют частному инвестору, миноритарному маленькому инвестору к нему присоединиться. Покупать акции NVIDIA сейчас там по этой оценке, конечно, уже сложно много, да, там заработать или иметь какие-то выпуклые асимметричные риски. Вот этот токен, я думаю, имеет как раз такие риски, потому что это новая относительно команда, но она очень правильно делает шаги, она партнерится с разными крупными блокчейн-проектами, в том числе с Solana, и таким образом показывает свою легитимность, потому что крупные блокчейны не будут партнериться абы с кем. Очевидно, у них есть качественный бездев. То, что они запустились прошлой осенью, говорит о том, что они имеют бюджет, потому что там деньги раздавали направо и налево, и этот проект там имел капитализацию сильно выше, чем сейчас. То есть у них есть деньги, есть команда, есть бездев подразделения, партнерства заключают крупные, поэтому я верю, что они дойдут до интересного продукта. Здесь надо понимать, что, еще раз, большинство блокчейн-проектов — это просто стартапы. То есть это просто стартапы, где мы знаем, что вероятность выживания на интервале там 3 года 30%, на интервале 5 лет 5 или 10%. То есть на интервале 7 лет примерно 98-99% стартапов умирают. И это нормально. Это такая статистика за 100 лет по всему миру капитализма. Вот в крипте плюс в том, что вы можете, во-первых, видеть капитализацию проекта за много лет, если он живет уже не первый год, как рун. И если у команды есть средства и мотивация достаточная, она может делать так называемые пивоты. То есть они делали что-то одно, это не получилось, они поменяли свое позиционирование, делают что-то другое. И таким образом они находят свою нишу и деливерят так называемый продукт, и компания выходит на другие уровни стоимости. Поэтому есть, соответственно, премия по оценкам. Понятно, что если бы это были просто VC такие funded компании, они бы не стоили там 100, 200, 500 миллионов, да, в нашем мире. Но так как за счет крипты, но и к таким VC-компаниям не может обычный человек присоединиться, да, мы не могли купить OpenAI с вами, условно, мы не можем купить, ну, сейчас можем, но по 350 миллиардов нафиг надо, там, SpaceX какой-нибудь, вот, в крипте мы можем купить стартапы, которые сейчас на такой вот фазе своей цикла делают что-то интересное и имеют большой потенциал. Опять же, почему мы можем это? Повторюсь, крипта, disrupted, clearing, custody и settlement. Это основной ее value proposition, ценности, то, что изменяет мир. Вопрос какой-нибудь, и есть еще бонусный контент на сегодня. Давай уже бонусные. Бонусные, понимаешь, тут по нарастающей уже точка разогрева уже максимальная. Можно уже доставать бонус. Хорошо. Особенно ты еще это эффектно так делаешь, Да. снимая окрашивание. Много просто людей говорят, окей, есть рынок, там это казино, не казино, там кто-то победит, выиграет, понятия не имеем кто. Хочу продавать кирки, да, пусть они все ищут золото, а я буду продавать кирки и на этом что-то зарабатывать. Ну, может быть, не какие-то иксы или, но зато гарантированно. Вот есть истории продажи кирк, то есть это некие биржи, которые будут жить, если будет жить этот рынок и экосистема. OneInch — это агрегатор по разным блокчейнам, эфир совместимым. Просто инструмент, через который можно покупать любой токен, менять на любой другой токен, и он ищет лучшую цену. У них есть деньги, лет на 7 так точно вперед. Вот, они сейчас стоят очень дешево, просто потому что весь DeFi стоит дешево. Вот, и так или иначе, с развитием этого рынка, с дальнейшими экспериментами команды в этом направлении, они что-то полезное и денежное еще придумают. Можно Гриш, посмотреть интервью а с одним почему One предпринимателем. Inch? Да просто так назвали. Это Мне как девушке просто хотелось бы инчи побольше, поэтому я не понимаю, то есть это это не связано ни с э, чем. Просто ни с единорог у чем. них логотип. У Осетинской вышло интервью недавно с одним из основателей. Вот, мой один из сотрудников учился тоже с одним из основателей в Академии ФСБ, поэтому ребята очень грамотные, вот, стоят неоправданно дешево. То есть между вот Телеграмом и OneInch лучше бы покупать OneInch, потому что глобально у них примерно а, как бы одинаковая проблема с оценкой, да, почему она низкая, потому что это как бы такие русские вроде бы команды, где-то там не в Америке, вроде бы что-то хорошее делают, но непонятно, будет из этого большой бизнес или нет. Но у Telegram 18 миллиардов, в основном только из-за мессенджера премия, да, а OneInch 400 миллионов, и у них и есть денег, кстати. Там, ну, может, 100 миллионов нету, но десятки миллионов у них есть. И еще, скорее всего, будут, потому что они будут делать фандрейс, и под это тоже имеет, ну, возможно, будет переоценка. Дрифт это биржа на Solana. То есть мы сейчас признаем, что Solana побеждает локально как такая казино лудомания интерфейс, и Дрифт — это биржа под фьючи, под деривативы, то есть активно развивается. Понятно. Классический пример продажи кирок 700 миллионов. Не так, чтобы очень дешево, но вообще недорого.
То есть между Solana и дрифтом лучше, конечно, покупать сейчас дрифт. И еще одна биржа тоже, которая будет... И заметьте, здесь нету вот этого модного сейчас Hyperliquid, который сейчас явный победитель децентрализованных бирж. Но опять же, там, где уже явный победитель, там уже травы нету, ее всю съели. То есть там, конечно, можно покупать, но риски намного выше. Мы сейчас говорим о high-risk бонусном контенте. Если хотите покупать какой-то токен биржевой, косвенно связанный с бизнесом вокруг блокчейна, то я думаю, что вот что-то типа OX Exchange стоит вообще бесплатно, можно сказать, но в случае успеха а, может существенно переоцениться. Спасибо тебе. Я начала уже, на самом деле, залезать на биржу, что-то покупать, продавать, потому что, несмотря на то, что это сон, но я хочу, чтобы такая красивая машина была не только у Станислава к концу года. Станислав, ты хочешь что-то добавить? У тебя есть какие-то вопросы? Да, вопросов, как всегда, много, но мне кажется, у нас очень содержательный эфир получился, и мы, несомненно, с удовольствием будем Григория приглашать и дальше, вот, раскрывать более подробно тезисы про отдельные монеты. Но, если честно, очень большое спасибо, потому что для человека, который не из криптомира, а из мира традиционных финансов, ты смог объяснить мне на понятном мне языке, в общем-то, модель ценообразования, одну из. Вот. Поэтому это было реально очень интересно. Спасибо большое. Окей, Да, пожалуйста, Гриш, Гриш, пожалуйста. спасибо, да, действительно. Знаешь, какие-то такие... Для тебя это кажется все очевидным. Я вижу у тебя в глазах вот это вот немножечко, когда тебе кажется, что да все вокруг же это знают. Ну, есть же такое, да, что тебе кажется, ну это же очевидно. На самом деле нет. То есть для человека, который не погружен в продажи, в локапы, в технологии, вот в эту всю начинку и регуляторику, тем более европейскую, это не настолько очевидно. Поэтому очень здорово, спасибо тебе большое. И спасибо отдельно за площадки дефальные, потому что у нас были вопросы, там кто-то притащил в чат профильный нашего клуба, там 18% годовых, парни сразу, соответственно, уже начали представлять, как они в белых штанах пойдут по Рио-де-Жанейро, и кто-то другой начал задать вопрос, собственно, а какие риски? Ты, в принципе, обозначил, что существуют, во-первых, риски самой инфраструктуры, есть еще риски, вот ты называл это умным словом, но я это так поняла, как риски самой валюты, по сути, и выхода в фиат, и самого контракта, правильно? Да, Вот. нет, ну, конечно, можно найти разные, назовем, yield farming истории, но действительно важно декомпозировать все-таки, за счет чего формируется эта доходность, и какая вероятность, что она будет там завтра, послезавтра, через неделю. Очень много этих headline, так сказать, да, то, что на бумаге вроде бы видно сразу, но реально там есть скрытые риски и permanent losses, то есть изменение цены principal инвестиций, и того, чем вам вообще компенсируют эту доходность. Ну, как бы об этом можно делать отдельный семинар, если интересно, можем его запланировать. Там, как бы еще раз, можно просто закладывать стейблкоин, можно закладывать эфир и на него что-то получать внутри себя эфира и еще какой-то бонус в виде колл-опциона, то есть как структурная нота такая, где у вас есть всегда вероятность того, что вы заработаете что-то еще в виде дополнительных токенов, но в самом плохом сценарии вы достанете эфир. И вы всегда его достанете, потому что это DeFi, и это лежит, по сути, на вашем кошельке. То есть вот такие истории мы делаем, я рекомендую, потому что они имеют классический риск-профайл структурной ноты, да, который в приватбанках продают, что вы в худшем случае получите какой-то yield, а в лучшем случае вы там получите какой-то кикер и yield enhancer. Вот. Ну, а есть и полностью дигенская такая так называемая история, где там, да, там десятки и сотни годовых, но там бывает чаще фиаско. На криптоязыке это называется рект. Как это называется? Рект. Подожди, я знаю, что такое дипек, пек, рек. Это когда ты становишься Рект. долгосрочным инвестором в ничто? Не, Я рект — это слышала. когда теряется курс. Рект. Все, Да. я поняла. Когда теряется, это как произошло с этим, господи, в 22 году Ну, с Луной. часто происходит рект в крипте, это уже такое именно нарицательное. Вот задача инвестора выбрать позиции, где не будет рект. Или он будет там в каком-то manageable формате. Вот, потому что, конечно, очень много скама, очень много там прода до сих пор. И сейчас, кстати, вот надо сделать на этом акцент. Давайте, может быть, подсветим, что с изменением тональности, да, там всяких регулирующих органов на более благоприятный,
крипте сейчас просто процветает мошенничество. Просто сплошь и рядом. И хакеры, и дрейнеры, то есть с кошельков уводят деньги, всякие, можно подписать разные там NFT, там какие-то красивые, вроде бы там бесплатно должны что-то дать, а по факту вы теряете все со своего кошелька. И мемкоины тоже там целая карусель, что что-то запускается и сразу обваливается. То есть активизировалась вся масса вот этих плохих, так сказать, актеров и участников рынка, которые не нацелены вообще ни на что, кроме на краткосрочное извлечение прибыли от своего самого вот ближнего или кого они встретили в интернете. И, к сожалению, это происходило и в обычном интернете. То есть я вот в сам интернет попал там в 2000-х годах, и тогда там было вот так же, как в крипте в 2010-2017, там было очень теплое сообщество людей, которые нацелены на технологии, которые хотят что-то сделать полезное, которые никогда тебя не обманут. То есть ты с ними в Телеграме, не знаю, в мессенджере переписываешься несколько месяцев, ты потом можешь спокойно им отправлять там несколько тысяч долларов, и они тебя не обманут. Сейчас в крипте вы там с человеком переписываетесь несколько месяцев, вы отправляете ему $100, и он исчез. То есть Давайте мы сделаем, может быть, отдельный семинар, где покажем, как это, темную сторону, да, и покажем, условно говоря, это стейкинг здорового человека и стейкинг курильщика. Вот, и посмотрим, что работает, и, может быть, еще про твою платформу тоже сможем там рассказать, какие там могут быть инструменты или аналогичные платформы посмотрим, ну, так, объективно. Вот, мне кажется, это полезная штука, я это вижу по многим клиентам, кто уже просит меня включить криптовалюту, пускай на небольшой объем, но в свои инвестиционные портфели. Вот. А при этом есть действительно очень много рисков, в том числе инфраструктурных. Вот. А этот эфир предлагаю сейчас завершать, вот, чтобы не перегрузить наших слушателей. И, кстати говоря, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм-канал Григория. Да, мы его... И Телеграм, Твиттер. У меня телеграм-канал. Да, Твиттер. Да, мы укажем тогда Твиттер и контакты Григория, название платформы в описании к этому ролику. Вот. И если вам будет интересно, сделаем тогда вот отдельную конференцию про темную сторону. Вот. Спасибо большое, Григорий, за действительно очень такой содержательный и по большей части понятный рассказ. Да, там в конце, конечно, было что-то на богатом, вот, но в целом все было супер полезно. Вот, Хорошо, спасибо вам. На связи. Пока-пока. Всем хорошего дня.